Тренинг на голодную. Про то, что голодное кардио в большинстве случаев смысла не имеет, мы уже с вами говорили. Специально голодать бессмысленно. Специально есть перед тренировкой может быть некомфортно. С кардио, выпадающим на период голода, в принципе порядок. То есть, если вам удобно бегать в голодном состоянии, пожалуйста, бегайте в голодном состоянии. Силовой тренинг утром после длительного сна или, например, при закрытии пищевого окна в 7-8 часов вечера означает нагрузку, использующую гликоген в качестве основного источника энергии при частично растраченном гликогене. Понятно, что когда мы спим, даже если это был просто длительный сон, в основном растрачивается гликоген в печени, и то растрачивается он не полностью. Мышечный гликоген растрачивается непосредственно на мышечную работу. Ну, какую-то, да, активную работу мышц не качаемся, мы используем гликоген как раз в тех самых областях. И даже частичное опустошение печеночного гликогена может сказаться на производительности и эффективности тренировки. А как вы помните из части про тренинг, нам нужна именно максимальная тренировка, нам нужно прибавить в весе отягощения, нам нужно сделать большее количество повторений. Именно поэтому мы стремимся достаточно отдыхать, достаточно высыпаться, потому что прогресс, прогресс, прогресс. Застой просто он не приводит к никаким результатам, просто потеря времени. Косвенным подтверждением служит то, что употребление углеводов до либо во время силовой тренировки повышало производительность в типичном для бодибилдинга диапазоне 10-повторные сеты, но никак не сказывалось при большей интенсивности 5-повторная. Дело в том, что когда мы говорим о стандартном для бодибилдинга диапазоне, там гликоген используется сильнее. Когда мы говорим о более силовой работе, у нас речь идет скорее про АТФ. Именно поэтому, да, людям, соревнующимся по пауэрлифтингу или по тяжелой атлетике, там, где от них требуются именно тяжелые синглы, им, к примеру, можно подводиться к соревнованиям, используя протоколы а-ля кето. То есть минимум углеводов, да, минимум гликогена в мышцах, да, но они работают в таких диапазонах, где можно себе это позволить. Посттренировочный прием пищи после тренировки в голодном состоянии дает более сильный анаболический сигнал. Это не имеет преимуществ перед тренингом в сытом состоянии с точки зрения производительности, но при этом тренинг на голодную не трагедия при последующем полноценном приеме пищи. Вывод из изложенного. Учитывая, что в силовом тренинге мы пытаемся создать максимум полезной работы, тренировка на голодную, скорее всего, будет менее эффективна. Это в большей степени касается тренингов в духе бодибилдинга и кроссфита и командных игр. В меньшей степени это касается кардио, пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. Периодическое голодание и аппетит. Протоколы периодического голодания позволяют более эффективно управлять аппетитом по сравнению с традиционным равномерным распределением приемов пищи в течение дня. Существует некий индивидуальный предел, до которого сокращение пищевого окна помогает бороться с голодом и повышает устойчивость диеты. Ну, соответственно, какой-то некий предел, за которым голод уже начинает нарастать. Как правило, пищевое окно длительностью от 6 до 10 часов является оптимальным для большинства людей, практикующих периодическое голодание. Исследование, которое касалось сравнения одного приема пищи с 3 приемами пищи, показало рост уровня голода при одном приеме пищи, потому что у нас получается слишком короткое окно. Поэтому протоколы типа воинской диеты, когда у нас 20 часов голода, 4 часа потребления пищи, они могут быть не очень универсально хороши. Исследование режима с пищевым окном в первой половине дня показало у испытуемых более низкие уровни грелина, гормона голода, и более высокие лептина, гормона насыщения, в целом большую сытость в течение дня. Еще раз смотрим на свои личные предпочтения. Возможно, вам будет сытнее, если вы перенесете пищевое окно на более ранний срок или просто увеличиваете количество калорий, потребляемых за завтраком, в ущерб калориям, потребленным в обед и ужин. Возможно, станет лучше. Сокращение пищевого окна до 4 часов без ограничения потребления автоматически сокращало входящие калории, белки, жиры, углеводы на 11-33% в зависимости от периода. Помним про то, что короткое окно может усиливать чувство голода. Но опять же, да, мы говорим о том, что короткое окно уже создало дефицит, но в зависимости от того, где оно было в течение дня, размер этого дефицита варьировался.
утром немножечко сытнее. Периодическое голодание и его влияние на форму. Исследования в духе Lean Gains, то есть наиболее популярного протокола, показали следующее. Практикующие периодическое голодание на уровне поддержки, то есть не без ухода в диету, сохраняли мышечную массу и силу наравне с группой практикующих обычное питание. Группа периодического голодания даже потеряла некоторое количество жировой ткани, 1,6 кг за 8 недель. Однако доверия нет, ибо контроль за потреблением был на самих участников. Скорее всего, они не доедали. Как вы помните из предыдущих примеров, да, само по себе сокращение пищевого окна чаще всего приводит к тому, что люди все равно начинают съедать меньше, чем они ели до этого. Аналогичное исследование на диетящих женщинах показало возможность рекомпозиции, то есть снижение количества жировой ткани при одновременном росте мышечной при пищевом окне длиной 8 часов. То есть уже есть в исследованиях прецедент, когда протокол периодического голодания все-таки приводил не просто к сохранению мышечной ткани, но и к рекомпозиции, к некоторому ее росту. Здесь важна некоторая оговорка. Несмотря на сокращение пищевого окна, контрольная группа, то есть неограниченная, ела в среднем 5 раз в день, а группа ограниченная 8 часами 4,5 раза в день. То есть разница в количестве приемов, несмотря на их группирование и обобщение, она была невелика. Калории, белки, жиры, углеводы были схожими. Ну, в общем-то, достаточно предсказуемо. Единственное, было бы интересно посмотреть, если бы они и сравнить результаты, если бы они ели, например, 2 раза в этом периоде или 3 раза. Возможно, что-то бы отличалось, но может быть и нет. Бодибилдеры, постящиеся в Рамадан, также не потеряли в мышечной массе, несмотря на длительный период голода. Поговорим про Alternate Day Fasting. Это блоки голода длиной плюс-минус 24 часа, либо ночь, день, ночь. Мы их не ставим друг за другом, они всегда чередуются с обычными днями. Обычно периодическое голодание и простой дефицит калорий демонстрируют идентичные результаты в потере веса и жира. Ну, то, о чем мы уже говорили. В случае голодных дней все немного интереснее. Alternate Day Fasting внезапно лучше сохраняют мышечную массу, чем обычная диета с дефицитной калорийностью. Внезапно. Это несмотря на то, что в эти дни мы не доедаем белок. Alternate Day Fasting немного эффективнее топит жир и сохраняет мышечную массу, чем просто диета с очень низкой калорийностью. 3 голодных дня в неделю показали лучшее жиросжигание, чем аналогичная группа с равномерным 30% дефицитом. Внезапно. В отличие от других моделей, Alternate Day Fasting может слегка повышать чувствительность к инсулину. Мы про это еще поговорим, про влияние периодического голодания на здоровье. Там тоже много мифологии. Однако, как вы понимаете, то, что сейчас я произнес, это плюс. Почему чередование голодных дней внезапно так хорошо себя показывает? Возможно, потому что большинство исследований проводилось на людях с большим процентом жира, отсюда и переносимость большого дефицита и сохранность мышечной массы. То есть это может быть не так хорошо на людях, которые уже добились каких-то более или менее внушительных результатов, и уж точно вряд ли это очень хорошо на людях, активно тренирующихся. Однако вот из перечисленных исследований, да, можно понять, что для среднего диетящего голодные дни от 1 до 3, они действительно могут только ускорить результат при хорошей устойчивости и стабильности. PSMF – Protein Sparing Modified Fast. Подвид безуглеводной, безжировой, высокобелковой диеты. Вместо голодного дня мы получаем день глубокого, можно сказать, ЗОЖ ПП. Сильное сокращение по колоражу, сильное сокращение по жирам, сильное сокращение по углеводам. При этом мы наедаем норму белка и клетчатки с радикальным смещением в овощи. То есть не в фрукты, а в овощи. Минимум калорий. Жиров и углеводов ровно столько, чтобы добавить кетчупа к нежирному мясу или ягод в творог. Ну, то есть мы держим его таким, чтобы можно было себя хоть чем-то угостить, чтобы это было был не мучительный день, но, прямо скажем, да, максимально такой зожный. Кому мы их прописываем физикально?
Первый вариант спортивным и маложирным. Мы выдаем ПСМФ вместо голодных дней. То есть точно так же это может быть от 1 до 3 дней в неделю. Это дни, скорее всего, выходные от тренинга. Ну, прям наверняка выходные от тренинга. Таким образом, мы поддерживаем мышечный синтез и при этом снижаем общий недельный колораж. Ну, чаще всего, да, все-таки 1-2 дня, изредка 3. Второй вариант. Кому заходит ПСМФ? Тем, кто уже очень сильно с ожирением, у кого сахарный диабет, очень, либо просто запущенная инсулинорезистентность, также малоподвижным, живущим на микрокалориях. Тогда мы ПСМФ ставим во главу рациона, и, в общем-то, большинство дней в неделю это вот как раз такая высокобелковая, низкожировая, низкоуглеводная диета, и к этому мы добавляем 1-2 полноценных приема пищи. То есть, чтобы человек был психологически устойчив, чтобы он не сорвался. У него просто 1-2-3 приема пищи, даже не дня, приема пищи в неделю, когда он действительно может там поесть углеводов, жиров. Учитывая момент с инсулинорезистентностью, в идеале, конечно, это должны быть тренировочные дни и все равно записанные подконтрольные приемы пищи, чтобы мы видели, чтобы это не превращалось в cheat meal, cheat day. Alternate Day Fasting и PSMF отлично работают. При сокращении дневной калорийности на 75% на следующий день повышение было скомпенсировано лишь на 7%. При этом активность не снижается, зато снижается аппетит. Ну, еще раз, да, мы вам плохого не посоветуем. Важен ли завтрак? Очень такая популярная тема, и спекуляция здесь бывает в обе стороны. Завтрак – самый важный прием пищи, гласит народная молва, но на этом, в общем-то, все. Люди, которые привычно пропускают завтрак, в среднем имеют больший индекс массы тела, ну, то есть они жирнее. Хотелось бы, конечно, сказать, что причина в завтраке, в его каких-то магических свойствах, но если мы немножечко глубже смотрим в исследования с причиной и следствия, то окажется, что причина не в завтраке, а в запущенном и бессистемном образе жизни. То есть чаще всего завтрак пропускают люди, которые совершенно дезорганизованы в смысле физической формы, да, и всего, что с этим связано. Другие исследования показали, что сознательный пропуск завтрака приводит к снижению входящей калорийности и последующей потере веса. Ну, вот, противоположное. Исключение завтрака не приводит к снижению базового обмена. Ряд исследований показал. В цифрах пропуск завтрака в сравнении с его наличием не влиял на размер обеда. В ином случае, другое исследование, пропуск увеличивал обед на 144 калории, но по итогу дня общий дефицит составлял более 400 калорий. С точки зрения диеты, без подсчета отказ от завтрака может иметь от положительного до нейтрального эффекта. Без подсчета мы съедим или меньше, или столько же. Ну, то есть скомпенсируем. Вопросы здоровья. Периодическое голодание и контроль глюкозы. Дело в том, что периодическое голодание считается эффективным средством в борьбе с инсулинорезистентностью. И под это подводится следующее обоснование, мол, более редкие приемы пищи, значит, более редкие выбросы инсулина, значит, чувствительность к инсулину повышается. Очень часто пытаются сочетать кето, да, то есть уже минимум углеводов и снижение общего количества выброса инсулина, еще с периодическим голоданием, и это считается некой панацеей для людей с инсулинорезистентностью. На самом деле это миф. Все происходит с точностью до наоборот. Чувствительность к инсулину повышается в результате снижения процента жира. Ну, я думаю, что вы уже в курсе. И это происходит вне зависимости от того, использовалось периодическое голодание или не использовалось. Отказ от завтрака снижает чувствительность к инсулину и эффективность утилизации глюкозы у диабетиков. Я обращаю ваше внимание, у диабетиков. После приема пищи и приводит к повышенному уровню глюкозы в крови в течение 24 часов. Поэтому, если у вас диабет, преддиабет, то отказ от завтрака вам не зайдет. Также пропуск завтраков ассоциируется с повышением уровней гликированного гемоглобина. Пожалуйста, ссылки на исследования дальше приведены. Продолжительный голод снижает чувствительность к инсулину. То есть не бро. Мы говорим что мы подразумеваем под продолжительным голодом? От 14 часов
и далее в исследовании оценивались показатели по истечении 62 часов с начала голодного периода, да, и утилизация глюкозы стала только хуже, то есть ничего она не была скомпенсирована. Голодный период длиной 24 часа снижает чувствительность к инсулину. Аналогичная история с повышенной выработкой ГР в голодный период, о которой очень любят говорить, мол, когда у нас длительный период голода, у нас повышается уровень гормона роста в крови, ну и типа происходит усиленное жиросжигание. Здесь надо понимать, что когда мы говорим о естественных уровнях гормонов, да, мы вообще не можем надеяться на сколько-либо выраженный результат, который мы вообще способны заметить. То есть повышение уровня гормона роста, да, потому что у нас идут в утилизацию жирные кислоты, потому что гликоген исчерпан. Просто физиологическая особенность и ничего более. То же самое, да, когда мы говорим о том, что каким образом нам повысить собственный тестостерон. Может быть, больше жира в рационе, да, или там, не знаю, лучше спать. Может быть, да. Общий тестостерон в некоторых исследованиях поднимается, но есть еще индекс свободного тестостерона, который уравновешивает и компенсирует. Так что, по большому счету, когда вы видите различные тренинги, методики, типа повысь свой тестостерон самостоятельно, подъедая какие-нибудь семена, возможно, некоторые цифры на анализах покажутся выше, но практического переноса на реальную жизнь это, в общем-то, не имеет. Конечно, когда мы используем фармакологию, то есть когда мы используем сверхчеловеческий уровень тестостерона, это очень эффективно влияет на результат. Когда мы используем экзогенный гормон роста, подкалываем его, это влияет на результат, да, это уже процессы за гранью нашей физиологии, ну, привычной из-за дозировок. То же самое с использованием инсулина. Ну, это здесь мы уже говорим, да, скорее о бодибилдинге и образе жизни, связанном с ним. Противоположное. Сравнение 6 углеводных приемов пищи с 3 высокоуглеводными, то есть сгруппировали, больше углеводов стало, и с 6 высокобелковыми приемами пищи выявило предсказуемое. Идентичные базовые уровни глюкозы и инсулина для всех. То есть здоровье каким было, таким и осталось. Большую пиковую концентрацию глюкозы при 3 высокоуглеводных приемах пищи, соответственно, да, больше углеводов в разном приеме пищи, большая концентрация, больше выросла. Большую концентрацию глюкозы в течение дня при 6 углеводных приемах пищи, больше приемов пищи, больше фоновый уровень. Одинаковое количество инсулина между высокоуглеводными группами, а также сниженная глюкозу и инсулин, как отклик на высокобелковый прием пищи. Таким образом, частые приемы пищи резистентность не вызывают. Возможно, эти модели не идеальны для сахарного диабета второго типа, а вот белковые как раз, естественно, хороши. Ну, здесь, можно сказать, small milk как cap. В общем-то, ничего нового. То, о чем мы с вами уже говорили. В двух словах просто, к чему я хотел бы вернуться. Когда мы говорим про периодическое голодание и контроль глюкозы, к чему вообще весь этот слайд, да? К тому, что существует немало мифов о том, что периодическое голодание является какой-то панацеей для людей с инсулинорезистентностью, с пошатным здоровьем. Нет, не является. Более того, некоторые исследования, которые здесь приведены, показывают, что начинаем практиковать периодическое голодание, и ситуация немножечко ухудшается. Однако, я прошу вас помнить про некоторую иерархию, да, во влиянии разных факторов. То, что периодическое голодание позволяет более эффективно управлять аппетитом, а значит, более эффективно придерживаться диеты, а значит, потерять больше жира, а значит, реально улучшить показатели здоровья, может быть более эффективным, чем какое-то небольшое снижение показателей из-за того, что мы используем данный конкретный протокол. То же самое, как когда мы говорим про то же самое кето, да, про то, что привычный рацион народного кето в России, да и в мире, негативно влияет на липидный профиль. Однако сторонники этой диеты показывают, пожалуйста, посмотрите, вот результаты наших там участников наших марафонов, их результаты анализов улучшились. Они улучшились не из-за кето как раз в долгосрочном периоде эти анализы бы подпортило,
Они улучшились, потому что человек потерял жир и улучшил здоровье в целом. И вот это потерять жир и улучшить здоровье в целом зачастую куда более весомый фактор, чем конкретно используемый метод. Вот то же самое и здесь. Далее, периодическое голодание и здоровье. В целом, периодическое голодание имеет выраженное положительное влияние на здоровье в сочетании с дефицитом калорий. Без него никакого выраженного эффекта особенно нет. Единственное исследование о пользе периодического голодания для маркеров здоровья без дефицита касалось мужчин с диагнозом преддиабет и переносом пищевого окна на утро. Как мы уже выяснили, да, перенос пищевого окна на утро для диабетиков, преддиабетиков и людей с инсулинорезистентностью действительно имеет значение, действительно является более здоровой тактикой. Важно, целая серия исследований отмечает пользу переноса пищевого окна либо смещения большей части входящих калорий на первую половину дня для диабетиков в части контроля уровня глюкозы и инсулина, а также для подавления аппетита, опять же, для управления аппетитом. В целом, в первой половине дня чувствительность к инсулину выше, и поэтому, кстати, та же самая рекомендация, да, она касается и женщин с поликистозом, потому что там как раз тоже мы работаем с инсулинорезистентностью. Важное дополнение. Силовой тренинг повышает чувствительность к инсулину в такой же степени, что и перенос пищевого окна на утро, и при наличии силового тренинга этот перенос перестает иметь значение. В общем-то, о чем нам это говорит? Еще раз, мы с вами, если тренируемся, то это избавляет нас от целого ряда проблем, наверное, так сказать. Если мы не тренируемся, и у нас запущенное состояние здоровья, мы вынуждены искать какие-то дополнительные средства, перенос пищевого окна туда-туда. Если мы тренируемся, все уже автоматически приходит в порядок в этом смысле. Что еще важно? Для тех, у кого нет метаболического синдрома, преддиабета или сахарного диабета второго типа, перенос или смещение пищевого окна на утро не имеет никакого значения. Но тренинг по-прежнему является замечательной идеей. Вывод. Стройные тренирующиеся могут не забивать себе этим голову. Это и есть наша цель. Аутофагия. Аутофагия – естественный регулируемый механизм клетки, который разбирает ненужные и дисфункциональные компоненты. За исследование механизмов аутофагии на дрожжах Ясинори Асуми получил в 2016 году Нобелевскую премию, и началось. Я думаю, что все вы видели, недавно его притащили на конференцию, где ему стали задавать вопросы про голодание, про целительную аутофагию, а он знать не знал, что на это ответить, потому что его фактическая деятельность была в том, чтобы описать механизм, о существовании которого мы и так знаем, да, и потихонечку каким-то образом научиться им управлять, но это еще впереди. Но это имеет максимально отдаленное отношение к вопросам периодического голодания и влияния на здоровье. Еще раз, аутофагия или самопоедание – это естественный процесс самоочищения клетки. В период голода уровень аутофагии увеличивается, однако ровно то же самое происходит просто в дефиците калорий. Опять же, да, никакой магии вообще. Не нужно специально держать какие-то длительные голодные периоды. Вы находитесь в дефиците калорий, вы уже получаете эти эффекты. Почему-то игнорируется факт, что силовой тренинг сам по себе значительно увеличивает уровень аутофагии. Таким образом, аутофагия – это один из механизмов, через которые диета и спорт прибавляют нам здоровье и долголетие. И опять же, да, то, о чем мы говорили. Наличие тренинга, оно уже влияет. Продолжительный дефицит ради дефицита в итоге приводит не к оздоровлению, а к упадку. Skinny fat, хронические диетчики с просевшими гормонами, затяжной недостаток микронутриентов, потеря мышечной ткани. Короче, горе-диетчик, скорее всего, уже не раз испытал на себе целительную аутофагию, просто не в курсе, что она была целительной. В целом, преимущества периодического голодания для здоровья, отдельные от дефицита калорий, были получены на мышах, но не подтверждаются на людях. Увы и ах. Распределение приемов. Периодическое голодание лучше всего переносят те, кто и так не склонен завтракать. Ничего удивительного.
У большинства людей пик голода приходится на 8 часов вечера. Это нам, опять же, дает определенные наметки, потому что и как их можно сместить. Для большинства отлично работает сокращение либо минимизация утреннего дневного приема пищи в пользу вечернего. Если для тебя не так, утром голод, завтрак, главный прием, можно или не трогать периодическое голодание вообще, или сместить пищевое окно на утро. Перенос окна на утро также может быть полезен состоявшимся диабетикам. Ну и опять же, да, необходимо учитывать тренинг и в идеале вписывать его в пищевое окно. Если мы смотрим в исследования, которые касаются того, когда оптимально, грубо говоря, да, на какую часть дня оптимально перенести пищевое окно, здесь тоже все разнится. Есть исследования, говорящие о лучших результатах в похудении при переносе большей части входящих калорий на утро. Группа людей с ожирением и с метаболическим синдромом, мы помним, да, связь утренних приемов и состояния здоровья. Следующее, протокол с большим завтраком, средним обедом и минимальным ужином за 12 недель потеряла намного больше веса, чем группа с противоположным протоколом. И разница за 12 недель действительно большая. Почти 9 килограмм против 3,5 килограмм. Также существуют исследования, говорящие в пользу переноса большей части калорий, в том числе углеводов, на вечернее время. Тренирующиеся и диетящие женщины, внимание, здесь уже есть слово тренирующиеся, потреблявшие 70% колоража за ужином, сохранили больше мышц и потеряли больше жира, чем те, у кого 70% калорий приходились на утро. Достаточно известное исследование на полицейских. Группа тех, у кого 80% дневных углеводов приходились на вечер, потеряли больше веса, жира и их меньше мучил голод. Я не помню конкретику из этого исследования, но есть надежда, что полицейские тоже были уже или несколько тренированы, или тренировались. По крайней мере, ну, образ жизни полицейского подразумевается, что он несколько отличается от образа жизни простого бытового лентяя с лишним весом. Также есть исследование, ну, вообще уже с другой стороны, да, которое говорит об эффективности привязки диеты к хронотипу. Хронотип – это как раз те самые жаворонки, совы или вот еще промежуточное состояние, так называемые голуби, и большинство людей, кстати говоря, относятся именно к ним. Однако здесь еще нет какой-то конкретной ясности. Таким образом, довольно здравая, сытная и социально приемлемой выглядит схема с пропуском одного или двух приемов пищи, которые лично для вас менее важны. Белково-жировым преимущественно завтраком и белково-высокоуглеводным относительно ужином. При этом индивидуальные особенности состояния здоровья позволяют менять эту схему как угодно. Эта схема, в общем-то, вилами по воде, да, больше как бы из опыта того, что подходит большому количеству людей, но это не значит, что ее нужно перенимать вот как есть. Вот здесь как раз индивидуализация рулит. Пробуйте разные режимы, разные протоколы, смотрите, что работает лучше для вас. Еще одна штука, которая тревожит очень многих худеющих и тренирующихся, да, выработка гормона роста и прием пищи после тренировки либо перед сном. Очень частые два вопроса. Это можно ли есть на ночь, но мы уже знаем, что можно, да, никак не вредит. Более частный вариант. Можно ли есть углеводы на ночь, потому что они поднимают уровень инсулина, гормон роста не будет вырабатываться, и, мол, я буду худеть менее эффективно или вообще не буду худеть. При этом мы помним, да, рекомендацию больше белка перед сном, а белок тоже инсулиногенный, и, казалось бы, должен что-то там портить. Другая сторона вопроса, просто ответ на них будет один и тот же, да, можно ли есть после тренировки? Тренер запрещает, говорит, что гормон роста после тренинга вырабатывается сильнее, это хорошо, ты худеешь, а так ты погасишь процесс. В первом случае выброс гормона роста связан с теми самыми суточными ритмами, с циркадными ритмами. Исследования на людях с ночными сменами демонстрируют, что в отсутствии ночного сна выработка гормона роста в назначенное время, естественно, не происходит, потому что человек бодрствует. Но она происходит после засыпания и в целом далее в течение дня. Таким образом, когда человек заснул, у него произошел тот же самый более крупный выброс, но не такой крупный, как если бы он действительно соблюдал адекватно цикла сна и бодрствования. И в течение дня еще будет несколько подобных подъемов, но они будут немножечко повыше. Таким образом, весь объем гормона роста, который должен быть синтезирован, будет синтезирован. И я еще раз напомню, да, что гормон роста в его физиологических значениях
Никакой особо внятной жиросжигающей функции не несет, и, ну, в общем, магии не случится. Поэтому спокойно ешьте перед сном, да и перед тренировкой. Вот как раз второй случай, а, привязка к тренировке. Выработка гормона роста, повышенная во время тренинга, является механизмом, обслуживающим процесс высвобождения энергии. То же самое происходит в период голода. Никакие манипуляции естественными уровнями гормона роста не приводят к повышенному жиросжиганию, поэтому можно понять, простить, проигнорировать. При поступлении пищи организм переключается на новый источник, и гормон роста приходит просто в норму за ненадобностью его повышенного использования. Что бы я хотел, чтобы вы вынесли из этой лекции про тайминг? А, Первое. Наверняка не стоит есть в ночное время. Это крайне негативно сказывается на здоровье в части инсулинорезистентности и в части развития сердечно-сосудистых заболеваний. Второе. Режим питания оказывает благотворное влияние на здоровье. Хотя точнее сказать, что отсутствие режима сказывается негативно. Поэтому лучше все-таки, да, чтобы у вас была привязка более точная по часам. Третье. При метаболических нарушениях имеет смысл перенести пищевое окно, либо просто большую часть калорий на утро, либо начать тренироваться. Тренинг, в общем, штука универсально хорошая, вы это уже поняли. Можно сказать, +1 в пользу тренинга. При отсутствии метаболических нарушений прошлый пункт можно проигнорировать. Ну, пожалуй, за исключением рекомендаций тренироваться, потому что тренинг, как мы поняли, универсально хорошая штука. Пятое. Общее количество белка намного важнее, чем его распределение по дню. По крайней мере, на сушке. Его значение распределения очень сильно возрастает в массонаборе и также может иметь значение для рекомпозиции. Просто держите в уме. Шестое. Потребление белка имеет важное значение вокруг тренировки и в течение суток-трех суток, иногда 4 суток после, в зависимости от тренированности человека. Распределение и тайминг по жирам и углеводам имеет минимальное значение. Если у вас одна тренировка в день, а не 2 тренировки в день, то какие-то там углеводные загрузки срочно после тренировки, нет, они не имеют смысла, гликоген восстановится в течение 24 часов, так или иначе. Распределение, ну и есть сразу после тренировки, конечно же, можно. Практические варианты применения. Либо от 1 до 3 голодных дней в неделю. Их вам назначит команда Physical, исходя из ваших начальных данных, исходя из процента жира и исходя из графика тренировок и вообще их наличия, есть они или нет. Либо 1-7 дней по СМФ. Это тоже назначит команда Physical, исходя из тех самых изначальных данных, процента жира, графика тренировок. Ну, про ПСМФ поговорили, я не буду сейчас возвращаться к тонкостям. Что вы можете применить в качестве факультатива, в качестве самостоятельной работы, и с чем бы я вам порекомендовал поэкспериментировать? По желанию. Применение протокола 16.8 или 14.10. Как вариант, периодическое голодание в будни и обычный режим в выходные. По-прежнему рекомендую совместить с белково-жировым завтраком. Ну, или если вы не завтракаете, условно с первым приемом пищи и с белково-углеводным ужином. Посмотрите, как вам зайдет, поэкспериментируйте. При метаболическом синдроме, при диабете, сахарном диабете второго типа и при поликистозе рекомендую перенос пищевого окна на первую половину дня или тренинг, силовой тренинг. Какие еще классные решения? Пропуск одного или более неважных приемов пищи. Для одних это будет завтрак, который не хочется, для других обед, вызывающий сонливость, для третьих ужин, после которого тяжесть. Короче, тот прием пищи, который для вас имеет наименьшее значение, который вы можете проигнорировать с меньшими мучениями, проигнорируйте. Перенесите лучше эти калории на тот прием пищи, который для вас по-настоящему важен. Для кого-то это сытный завтрак, который положит начало дню, а для кого-то вкусный ужин в компании семьи и друзей. Замена части приемов пищи на ПСМФ. Например, низкокалорийные, ЗОЖно-ППшные приемы пищи на завтрак и обед, не знаю, протеин и банан перед тренировкой и объемный вкусный ужин. Это как бы баланс, который позволяет сразу и
мышечный синтез, соблюсти, да, какие-то рекомендации из других исследований и в то же время сместить большую часть вкусного на конец дня. Дорогие друзья, на этом материал по периодическому голоданию закончен. Хорошей вам практики. Для многих из вас это действительно станет основой для комфортного существования и удержания результата на многие годы вперед. Спасибо.